1920 году американская компания Cleveland Tractor представила новую модель гусеничного трактора. Его отличала инновационная конструкция гусеничного движителя, система рулевого управления True Traction и корпус, объединяющий в единую конструкцию двигатель, коробку передач и дифференциал. Друзья, всем привет! Сегодня мы познакомимся с весьма компактным, но тяговитым гусеничным трактором Clitrac Model F. Cleveland Tractor Company была основана братьями Роллином и Кларенсом Уайтами в 1916 году в Кливленде, штат Огайо. Их первыми моделями, ставшими фундаментом для будущего успеха, были тракторы Cleveland R и Cleveland H. Cleveland Model R, первый серийный трактор компании, был выпущен в 1916 году. Всего вышло около 100 экземпляров. Трактор имел массу 1360 кг, он был оснащен 4-цилиндровым керосиновым двигателем объемом 9,5 литра мощностью до 10 лошадиных сил. Cleveland Model H выпускался с 1917 по 1919 годы. Тираж этой модели составил около 150 штук. Он имел 20-сильный керосиновый двигатель объемом 14 литров и представлял собой доработку предыдущей модели трактора. Его трансмиссия имела одну передачу вперед и одну назад. В 1918 году название тракторов компании сократилось до Clitrac. В 1920 был представлен Clitrac Model F. Хотя в некоторых источниках модель F называют одним из первых массовых гусеничных тракторов, фактически объем производства составил всего около 300 штук. Clitrac Model F отличался компактными размерами и весил всего 845 кг. Он был маневренным и хорошо подходил для работы на маленьких участках. В передней части трактора располагался шкив отбора мощности для привода стационарных сельхозмашин. Model F был оснащен 4-цилиндровым керосиново-бензиновым двигателем объемом 2,4 литра. Электросистема на тракторе отсутствовала. Не было ни генератора, ни аккумулятора, ни световых приборов. Техника предназначалась исключительно для работы в дневное время. Запуск двигателя производился вручную, с помощью рукоятки. При этом пуск осуществлялся на бензине, а после прогрева двигатель переключался на керосин. Заявленная мощность на тяговом брусе составляла 9 лошадиных сил, а на ременном шкиве 16. Однако во время прохождения Nebraska Tractor Test в 1922 году были получены более высокие значения – 13 сил на брусе и более 19 на шкиве. При этом расход топлива при полной нагрузке составлял 7,3 литра керосина в час. Это был нормальный показатель для тракторов того времени. Трансмиссия трактора, как и у предшественников, имела всего одну скорость вперед и одну назад, что ограничивало его использование. Максимальная скорость движения составляла 5-6 км в час. Интересной особенностью была комбинированная функция рычага переключения передач, который был съемным и использовался для ручного запуска двигателя. Clitrac Model F мог развивать тяговое усилие до 90% от собственного веса. Это позволяло ему эффективно работать с различными сельхозорудиями того времени. Согласно данным испытаний, трактор мог работать с двумя 30-сантиметровыми плугами, что для трактора такого размера было очень хорошим показателем. Особенностью модели также была возможность регулировки высоты и ширины трактора. За счет возможности изменения колеи трактор хорошо адаптировался под различные задачи. Например, мог работать в междурядьях кукурузы, а при необходимости колею можно было увеличить для работы с другими культурами. Помимо сельского хозяйства, Clitrac Model F применялся и в лесном хозяйстве. Его компактные размеры позволяли ему работать в узких лесных просеках и вытаскивать небольшие бревна из леса. Уникальной особенностью трактора была конструкция гусениц. Ширина гусениц была всего 13 см. Это одновременно обеспечивало и хорошее сцепление с грунтом, и низкое удельное давление на почву. Внутри каждой гусеницы проходила роликовая цепь, по которой скользили звенья. В отличие от современных тракторов, у этой модели не было привычных опорных катков, вся масса трактора распределялась непосредственно на роликовую цепь, расположенную внутри гусеницы. Ресурс гусениц у предыдущих моделей составлял всего 500-700 моточасов, тогда как применение новой конструкции позволило значительно увеличить срок их службы и повысить надежность трактора.
Еще одной отличительной чертой трактора Model F было применение системы рулевого управления True Traction, опробованной на первых моделей и ставшей фирменной особенностью компании на многие годы. Мы привыкли, что во многих советских гусеничных тракторах для поворота используется отключение одной из гусениц от трансмиссии и при необходимости ее торможение, пока другая гусеница продолжает движение. В результате трактор поворачивает. Американская инженерная школа шла другим путем, и в частности Cleveland Tractor Company использовали систему, в которой рулевое управление реализовывалось за счет контролируемой работы дифференциала. Дифференциал Clitrac Model F был устроен следующим образом. Внутри корпуса дифференциала расположены сателлиты и солнечные шестерни, соединенные с полуосями, которые в свою очередь приводят гусеницы. На схеме обозначено желтым цветом. Для управления поворотом на каждой из полуосей установлены тормозные механизмы. Когда оператор поворачивает рулевое колесо, он активирует тормоз на соответствующей полуоси, частично замедляя ее вращение. В этот момент дифференциал автоматически перераспределяет мощность. Внутренняя гусеница со стороны поворота получает меньше мощности и замедляется. Внешняя гусеница, наоборот, ускоряется. Ключевой принцип – обе гусеницы никогда не отключаются полностью от трансмиссии. Они продолжают работать, но с разной скоростью. Это позволяет трактору поворачивать без рывков, сохраняя тягу на обеих гусеницах и избегая повреждения почвы. В начале 1920-х годов такая система поворота была революционной, и она до сих пор применяется на американских, французских, некоторых немецких и японских машинах. Трактор Clitrac Model F был экономичным, компактным, прочным, но имел и некоторые недостатки. Первый – это уровень комфорта. Металлическое сиденье совершенно не имело амортизации, а управление требовало физической силы. Второй – наличие только одной передачи вперед и назад. Это ограничивало возможности использования трактора. В результате производство этой модели быстро завершилось. На рынке появились более мощные, удобные и производительные тракторы, включая новые модели компании Cleveland Tractor Company, такие как 20K, 30A и другие. При этом фирменная система рулевого управления True Traction всегда оставалась ключевым элементом конструкции всех тракторов Clitrac. Сегодня Clitrac Model F является редкой и ценной находкой для коллекционеров и любителей старинной техники. В свое время трактор продавался не только в США, но и экспортировался в Канаду, Великобританию, Австралию и ряд других стран. Некоторые экземпляры сохранились в музеях и частных коллекциях, и несмотря на возраст, находятся в рабочем состоянии. А на этом на сегодня все. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь впереди еще много интересного. Всем счастья, радости, любви. Пока!